Okay, so I'm going to take the files that Vakhtang just created with his weather forecast tool, and I'm going to use those in a DSAT simulation using a seasonal analysis. So I have already taken the files that Vakhtang, oh, sorry, Sergey. Yes, thank you. То есть я сейчас как раз буду использовать те файлы с погодными данными, которые только что, используя свое приложение, этот инструмент, сгенерировал доктор Шелли для сезонного анализа. Так, открываем DSAT. Okay. So you can see I've already put the weather file that has the historical data in my weather directory, my daily weather directory. Вы видите, папка с данными, с погодными данными, с сезонными погодными данными, она у меня уже лежит внутри моей директории синаптической. And I've also got the generated weather that Vakhtang just created in the generated weather directory. Это у меня наблюденные данные, реальные. И также у меня есть вот отдельная папка, куда я скопировала данные, которые только что вот сгенерировал доктор Шелли. Okay, so now I'm going to use those files in a seasonal experiment that I've already created. И я использую эти данные в одном сезонном эксперименте, который я уже создала. So all of the files that I'm using in this demo have been put on the Google Drive and on the Google site if you want to replicate this experiment. Также для вашей информации скажу, что все файлы, которые я использую в этом упражнении, в этом демонстрационном упражнении, вот сейчас, которое мы делаем, они все загружены на наш диск Google, и поэтому, если вы сами захотите попрактиковаться или какой-то свой эксперимент прогнать, тогда они для вас доступны там, пожалуйста. So I named this experiment CAPE 2007. Так, я присвоила название этому файлу, этому эксперименту CAPE или CAPE 2007. Вот он у меня. So the CA being for Carrick, the PE, this is the same site near Petropavl that we used in the seasonal exercise previously. And then the 20 is for a year 2000 experiment. And my forecast is for July 1, so I put in 07 for July. Это название, в общем-то, оно может быть совершенно любым. Вы можете задать такое название, которое о чем-то вам говорит, чтобы вы понимали, да, какой-то эксперимент. В данном случае CA это у нас, так как мы, то есть это РЭЦА, да, по-английски, потому что карок, PE, потому что мы будем использовать тот же эксперимент по сезонному прогнозированию, который мы делали для участка недалеко от Петропавловска. И так как у меня данные за июль, вот поэтому у меня семерочка, и 2000-е годы мы находимся как раз в этом периоде. Okay, so I'm going to open this with Xbuild and we can take a look at it. Открываем этот файл в Xbuild. Okay, so the first thing I want to look at is the treatment table. Так, давайте посмотрим, что у нас с таблицей с опытами нашими. So I've actually created two treatments. One is for the July 1st forecast using the weather files that Vakhtang generated. Первый из них это у нас файл, то есть опыт, который называется опыт для 1 июля 2020 года, и это прогноз. Он будет использовать данные, которые только что сгенерировал доктор Шелли. So this first experiment will use that whole ensemble of generated weather that uses 2020 weather data up until June 30th, and then the ensemble of weather after, on and after July 1st. И в данном опыте используются все данные до
за 2020 год вплоть до 30 июня. Это исторические данные. И I'm sorry, I got confused. Vakhtang, can you help? Мы используем погодные данные в этом случае настоящий год до июля, 1 июля, который дополняется историческими данными от предыдущих лет. Okay, sorry. Okay, yeah, no problem. So, and then I have a second treatment just for comparison that shows us what the forecast would be based on just the historical weather data. А второй опыт у нас основывается, то есть я его создала только лишь для сравнения, для того, чтобы посмотреть, какой у нас получится прогноз, если будут использоваться только исторические данные. Не исторические плюс сгенерированные, как в первом случае, а только исторические. So you can see from the treatment table that I've got two different field sections and also two different simulation control sections. Вы видите по таблице, что у меня есть два полевых участка и два контроля моей модели. Okay, so let's take a look at the simulation controls first. Давайте посмотрим на вот эти прогностические контроли сначала. Okay, you can see I've got two simulation controls, one set up for the forecast data and one set up for the historical ensemble. Вы видите, что у меня их два таких контроля, то есть один для сгенерированных данных, другой для исторических. They both start on January 1st, 1984 and run for 36 years. Оба из них начинаются 1 января 1984 года и продолжаются 36 лет. Okay, if I switch to methods, Заходим в методы. the forecast data uses the generated weather files. Первый из них использует сгенерированные файлы данных. Whereas the historical ensemble uses the measured weather data. Ну, а ансамбль исторических данных использует, вот мы видим, это измеренные, да, наблюденные данные. And this is the only difference between these treatments. И, в общем-то, это единственная разница между двумя этими опытами. And then similarly, if I go to environment fields, Если вот, смотрите, я сейчас открою закладку «Среда» и открываю опцию «Поля» или «Участки», I have two field sections, one which points to the generated weather data, or it should be. и мы видим здесь ссылку на сгенерированные данные, ну, по крайней мере, так должно происходить. Да. And the other which points to the historical weather data. А во втором случае мы видим, что используется, то есть идет привязка к историческим данным. Okay, so now let's run these. I'm not going to save this because I didn't make any changes. Я сохранять не буду, потому что никаких изменений я в файлы, в эти эксперименты не вносила. Okay, so I'm going to select both treatments and run the file. Я выбираю оба опыта, включаем, то есть запускаем их. And because this is a seasonal analysis, it's going to run all 36 years. And when I analyze it, it'll bring up that seasonal analysis tool. И так как это у нас сезонные эксперименты, соответственно, после того, как модель будет осуществлен прогон модели, нам, то есть она выведет все данные за этот 36-летний период. Okay, so I'm going to click OK, save the file. Кликаем ОК, сохраняемся. And let's first look at the harvested yield for both of the treatments, the forecast and the historical.
Давайте посмотрим, что у нас происходит по собранному урожаю, да, по двум экспериментам. То есть это прогноз и исторический. And I'm going to plot these as a box plot. Выбираю функцию представления данных в виде блочной диаграммы. So this first treatment is the forecast, and the second one is the full ensemble of historical data. Первый из них – это у нас прогностический сценарий, второй – это основанный на исторических данных. So we can see that when we use the weather data for this year to, we actually narrow the variability of our prediction. Мы видим, что когда мы используем данные, погодные данные за этот год, мы как бы сужаем вариативность модели. The mean of the predictions is not very different. It's slightly higher for the forecast, but the variability is a lot lower. Мы видим, что средняя медиана, значит, значение у нас примерно одинаковое, как по сгенерированным, так и по историческим данным. Чуть-чуть выше, может быть, по спрогнозированным, но вариативность существенно отличается. Okay, I'm going to go on and look at other variables, but before I do that, I'm going to ask Garrett and Vakhtang if they want to make any comments here. Сейчас посмотрим на другие переменные, но перед тем, как мы это сделаем, может быть, у Геррита или у Вахтанга есть какие-то комментарии? No, not really. I think it's a very nice example, especially with reduction in the variability. Нет, я думаю, что, в общем-то, никаких комментариев дополнительных нет. Очень хороший получился пример для вот, иллюстрирования вот этой вариативности. How big is the difference between medians or averages between two of them? I didn't look at the absolute values, so sorry, But there maybe. are difference. Yeah? There is a difference. Доктор Шелли задал вопрос по поводу фактической разницы между медианами, то есть в абсолютных цифрах, сколько это получается. So I believe we can look at that. So the question is about if I look at the summary data, I can see that the means are slightly different. The forecast is actually slightly lower than the mean of all years. Вот здесь у нас конкретные цифры, и мы видим, что почему-то по сгенерированным данным у нас получается даже среднее значение ниже, чем на основании исторических данных. But because the variance or the standard deviation is much lower, we have a lot more confidence that we will achieve that yield. Но так как стандартное отклонение у нас значительно меньше, мы можем быть более уверены в том, что мы достигнем вот этого среднего значения. Okay. Mean max differences is smaller. Yeah. Uncertainty much smaller range. То есть у нас диапазон вот этой неопределенности значительно уже. Just another reminder, when we show the bar graph or our box and Wixco block version, the asterisk is not the mean, it's the median. While here we're looking at the mean. So the mean and the median are sometimes slightly different. Вот комментарий от доктора Хугенбома в том, что когда мы смотрели на блочную диаграмму, у нас там как раз-таки вот этим звездочкой, да, отмечалось медианное значение, а сейчас мы открыли таблицу и говорим о среднем значении, они могут отличаться. Okay, so I want to look at another variable. Let's look at the maturity date. Давайте посмотрим на другую переменную, например, дата достижения созревания. And here we can see that it takes longer to reach maturity date. So these are, I think these are actual day of year. And so it matures later under this yield forecast than under the complete historical ensemble. И мы что видим здесь? Что при
моделировании на основе сгенерированных или спрогнозированных данных у нас созревание наступает позже, чем при моделировании на основе исторических данных. But again, we see that the variability is lower for the yield forecast than it is for the whole historical ensemble. Но в любом случае мы видим, что вариативность или изменчивость также в данном случае меньше по сгенерированным данным, чем по историческим. And we can look at other things such as the precipitation during the growing season. Давайте посмотрим еще, например, на осадки в течение вегетационного сезона. Ну, да. And again, we see that the precipitation is not much different, maybe a little bit lower, but the variability again is much reduced. По осадкам мы видим, что также у нас небольшая разница, да, как при моделировании на основе сгенерированных данных, так и на основе исторических, но опять же изменчивость, вариативность прогноза значительно ниже. And one more variable, let's look at the maximum temperature. И еще одна переменная, давайте посмотрим на максимальную температуру. And a similar pattern, we have a lower average temperature for the yield forecast than we do for the entire historical ensemble, and a lower variability. Ну и примерно такая же здесь картина, что касается вариативности результатов моделирования. И, то есть у нас температура максимальная по сгенерированным данным ниже, чем по историческим. Okay, so now I want to look at some time series with GBuild to look at how the progression of growth over the season occurred. Так, ну а теперь давайте посмотрим, что у нас используем GBuild для сезонного анализа. So if I go back to my analysis sheet, the OPG file is equivalent to the plant grow. Так, если я вернусь к своим файлам, что касается роста растений или данных по росту, это файл OPG, он с таким вот расширением. Right, so for seasonal and sequence analyses, you might remember that we tie the name of the output file to the experiment such that they can be saved for longer term. These generally take a long time to run, so we save them with the name of the experiment. And so now plantgrow.out becomes the name of the experiment.opg. Ну и вы помните, да, что для сезонного прогнозирования или последовательного прогнозирования мы должны привязать файл. Doctung, maybe step in. Привязываем к названию, который мы имеем для файла погоды. Okay, so I'm going to open that with GBuild. Так, запускаем GBuild. And we have a lot of runs. I am not going to plot everyone because I think GBuild might have a hard time with that. И вы видите, у нас здесь очень много прогонов. Я, конечно, каждый из них не буду загружать в GBuild, потому что будет трудно программе все это переварить. So I've chosen tops weight, and I'm going to choose just a few of the forecast. И вы видите, что из переменных я выбрал только вес или массу наземной части растения и лишь вот 7 прогонов, которые я галочками отметил. And we can see that up until our day of forecast, that the simulated tops weight is the same. И мы видим, что вплоть до дня прогнозирования масса надземной части масса одинаковая, не меняется. But after the forecast date, when we use the historical ensemble, we see some very large differences in the simulated
tops weight. Но после вот этой смоделированного дня или даты, то есть после того, как мы начинаем использовать исторические данные, ситуация развивается по-разному. We might see some very small differences early, and that's due to leap years. Мы можем тут заметить некоторые отклонения или некоторую разницу. Это происходит в результате таких скачков годовых. Okay, so I'm going to look at a couple other variables. One of the things I want to look at is the mean temperature that the wheat model outputs. Ну, а давайте посмотрим, что у нас по средней температуре получается. And we can see again that the temperature is the same up until the forecast date, and then it varies widely. И примерно такая же ситуация здесь наблюдается, то есть до даты моделирования у нас, то есть пока мы используем сгенерированные данные, у нас она практически не меняется, одинаковая, а потом по-разному все происходит. And we can look at a few other variables, such as the growth stage. Давайте посмотрим на стадии роста. And again, we see the growth stage. So this is the progression of development in the plant is the same up until here, and then it starts to diverge. Ну и опять же тоже по параметру стадии роста такая же ситуация наблюдается. And maybe we want to look at yield, since that's our harvested product. А если, например, на собранного урожая посмотреть, или на собранный продукт. And here our forecast date is before the grain begins to grow. So each of the lines is different throughout the whole grain growth period. День нашего прогноза, он находится раньше даты начала формирования зерна, поэтому все сценарии, которые основывались на исторических данных, они отличаются и Okay, and I'll go back to tops weight, and let's just look at a few of the historical simulations for comparison. Давайте вернемся к переменной массы надземной части и посмотрим, как у нас работают сценарии, основанные на исторических данных. And we can see that even at the beginning, they are all quite different. И мы видим, что, в общем-то, практически с самого начала они очень сильно отличаются. Okay, that is the end of my demo. Are there questions? Hold on. Can you do temperature? Because temperature should reverse. Давайте посмотрим на температуру, предложил доктор Хугенбом, потому что там должна наблюдаться обратная ситуация. Do you want to show it? With forecast and historical. Okay, so I've got составление сгенерированных, то есть maybe few, not all years, maybe 3 or so. Okay, возьмем за парочку лет, чтобы побыстрее это произошло. Okay, so 3 years of the forecast and 3 years of the historical. 3 года спрогнозированных данных и 3 года исторических. So if the tool worked. It's hard to say what we have here. Да, очень сложно что-либо как-то прокомментировать то, что мы видим на графике. I want to look at it just for 1 year. Ну, а давайте по одному году посмотрим. Okay, and now we see it converge again at the end, at the forecast date. So in this case, we're looking at the historical ensemble. So that would be year 1984 is this portion. То есть вот та часть, где кривые совпадают друг с другом, это после 1984 года. So the pink line is the 2020 weather data. The red line is the 1984 weather data. То есть, значит, розовая
розовая кривая – это у нас спрогнозированные данные на за 2020 год, а красная – это 84-й. On the forecast date, we don't have any new weather data, so that's where we replaced the historical data. So on day, whatever, 45, we see the same average temperature for both runs. Ну, так как то есть у нас нет сгенерированных данных вот после 45-го примерно дня, то мы видим, что среднее значение по температуре, оно как раз-таки в этот день и совпадает. Да?